А что если кому-то не нужен большой персональный компьютер для игр, а хочется чего-то компактного, например, игровой ноутбук? Да, сегодня мы с игровыми ноутбуками с вами завяжемся и подберем и топовые, и бюджетные. В сверхбюджет я пока не лезу, один вам покажу, тот, который в предзаказе, и который я очень сильно хочу, а другие уже будем там смотреть. Я подобрал вам действительно и очень бюджетный, и такой средний бюджет, достаточно неплохие, при этом со многими брендами я сталкивался лично. Поэтому на канале Технозон подборочка игровых ноутбуков среднебюджетных. Поехали. Слушайте, я использую на текущий момент Asus ROG Strix 2023 года 17-дюймовый на AMD Ryzen 9 6900 HX, и у меня там видеокарта такая слабенькая 3060, но мне хватает с головой в PUBG поиграть. При этом с FPS где-то приблизительно 150-200. А также мы делали обзор, который вот у нас на студии использует монтажник, Asus ROG Strix Scar, тоже 17-дюймовый, но на 4090. Да, понятное дело, это не полноценный 4090, но действительно ноутбук, там он Ryzen 9, 7000, какой-то там 945, просто очень круто работает, все классно. Я очень много лет просидел на Asus Predator Helios 300 серии, при этом еще когда они были на Core i5, там древние, но правда они были металлические, и видеокарта у меня была 2070 Super, просто идеальный ноутбук. Был Acer Nitro 5, потом у нас что там еще было? MSI, Alienware у меня был. Короче, по ноутбукам я заезжал когда-то очень сильно. Да и сейчас я на них сижу. Даже снимаем этот обзор, используя ноутбук. Вот, пожалуйста. Это Ультрик, правда. Вообще мы на главной страничке моего канала, пожалуйста, подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши вот такие вот обзоры. Мне будет приятно, вам будет все равно, если вы вдруг не планируете меня смотреть дальше, а вообще это позволит нам развивать дальше наш контент. В общем-то, насчет ноутбука, который в предзаказе, который сейчас будет, это действительно такой себе бюджетик, но он сейчас идет по акции с роутером, и при заказе его это Asus ROG Zephyrus G16 GU605MI. Я вам объясню, чем интересен ноутбук. Я прям хотел бы его потрогать руками и вообще поиспользовать, потому что он выйдет на Intel Core Ultra 9 185H до 5,1 ГГц. При этом это компактный ноутбук, 16-дюймовый, имеется в виду компакт. Компактный дизайн классный. 32 ГБ LPDDR5X, 1024, грубо говоря, терабайтный M2 NVMe SSD, и он на GeForce RTX 4070. Прямо вот я вам честно скажу, классное соединение вот этих компонентов, хотя огромного опыта на Intel Core Ultra 9 у меня пока что нет, но, по тестам, то, что я смотрел, скажем так, иностранных обозревателей, мне очень сильно понравилось. 16 ядер, 22 потока, 24 мегабайта кэша третьего уровня, опять же 4070 для ноутбуков, 8-гиговый на GDDR6 и с разрешением экранчика 2560 на 1600, и это OLED экран. А у Asus, кстати, OLED намного круче, чем, допустим, у их конкурентов. Asus даже на свои мониторы OLED дает гарантию от выгорания больше, чтобы вы понимали. 240 герцовый, глянцевый, с яркостью 500 кандел на метр квадратный, 16:10 соотношение. И, кстати, еще в чем фишка. Покрытие цветового пространства DCI-P3 100%, есть G-Sync. Я вот очень жду этот ноут, когда он уже появится. Единственное, чего зажали Wi-Fi 7. Зажали, гады. Да ладно, то такое дело. Короче, кину вам ссылку в описании под видео, в предзаказе уже есть. Очень сильно жду этот ноут. Еще и в акции. А вот из ультрабюджетных, из того, что я в принципе советовал бы, именно игровых ноутбуков, я когда-то использовал Acer Nitro 5 и 15-дюймовые конкретно, и проработал он у меня как сумасшедший. Я даже отзыв когда-то снимал, что Acer Nitro 5 у меня просто такой, знаете, оловянный стойкий солдатик. Здесь Full HD матрица, IPS, Intel Core i5 13420H до 4,6 ГГц, 8-ядерный, 512 ГБ SSD, 16 ГБ DDR4 памяти. И здесь стоит, конечно, далеко не топовая видеокарта, 4050 NVIDIA GeForce RTX, но при этом это все стоит 43 тысячи на текущий момент, чтобы вы понимали.
Конечно, за такую цену рассчитывать на экстра металлический корпус вам не стоит. Здесь по большей части пластик у нас. Это новый дизайн Acer 5, вот этих Nitro 5. 12 потоков, 6-гигабайтная видеокарта на GDDR6. И, конечно же, экранчик в 144 Гц. С Wi-Fi 6, ну, на батареи здесь обращать внимание вообще не стоит. Потому что игровой ноутбук и батарея это нечто несовместимое. Мой Asus ROG Strix 17, ну, честно говоря, на батарее просто так отработает до 4 часов. Как только я начинаю играть меньше часа, батареи нет. Поэтому батарею оценивать, ну, не то. Его, конечно, у игровых ноутбуков основное преимущество это его компактность. Единственное, что скажу, у Acer Nitro 5, ну, такое себе охлаждение на грани, опять же, за эту цену, но использовать подставки не советую. Обычно эти мобильные процессоры рассчитаны на более высокие температуры, чем десктоп. Дальше у нас идет Acer Predator Helios 300 PH317, 17-дюймовый, но, опять же, это такой себе среднебюджетный, 51 тысяча гривен, Intel Core i7-12700H, неплохой, хотя уже не самый новый до 4,7 ГГц на 16 гигабайт DDR5 памяти, но здесь стоит RTX 3060 для ноутбуков. И тут я вам скажу такое дело. Дело в том, что если выбирать, допустим, вот эту конфигурацию 4050 и выбирать конфигурацию 3060, то я бы выбирал бы 3060. Я пробовал 4050, и у меня в моем Asus 3060 полноценный, и я вот 3060, думаю, получше у меня ходит, как-то вот по моим ощущениям. А вы напишите, кстати, ваше видение, вот это вот соотношение этих двух видеокарт, 4050 этого, там, не скажу как, и 3060. Вот для меня, честно говоря, 3060 намного интереснее, чем 4050. Ну, это мое сугубо личное мнение. С предаторами Helios'ами 300 я имел очень много дел. У него неплохое охлаждение. Это, кстати, 6-гиговая видеокарта на GDDR6. Дисплей у нас IPS 144 герцовый. 2 слота у нас можно расширить память. Неплохо, кстати, во всех этих ноутах практически можно расширить память. То есть здесь до 32 догнать вообще беспроблемно. И в такой конфигурации вы сможете, в принципе, играть практически во все игры на средневысоких настройках на Full HD. Здесь, конечно, у нас средневысокие тоже на Full HD будут 4050, а здесь уже, конечно, на ультрах можно пошпилить во что-то. Full HD и 2К, конечно же. Для 4К гейминга пока это все не годится, хотя вот это вот надо тестировать. Пока что вот, блин, хочется сильно. Теперь, гигабайт Aorus 15. Гигабайтом у меня такое себе отношение, двоякое. 54 тысячи гривен, но здесь неплохо у нас 4060. Уже если брать, допустим, Core i7-12700H с 3060, и здесь Core i5-12500H, да, здесь Core i5, но карточка поинтереснее, блин. И все мы прекрасно знаем, что в играх текущих у нас рулит больше видеокарта. И здесь 12 ядер, 16 потоков, дискретный видик 8 гигов GDDR6, GPU Boost Clock до 2370 МГц и максимальная мощность графики 140 Вт, 15,6 дюймов, 144 Гц экран, DDR5, SSD-шничек PCI NVMe 4 M2 до 512, здесь есть у нас Thunderbolt 4, кстати, как и в предыдущем ноутбуке, это такие себе очень неплохие, достаточно неплохие среднебюджетные модельки, действительно за 54 тысячи это очень даже неплохо. А вот то, что дальше у нас пойдет, это уже чуть-чуть переваливает за средний бюджет. Ну уж извините, такие тоже нужны. И здесь у нас следующий идет Asus ROG Zephyrus. Здесь у нас только за материалы можно давать, скажем так, уже какой-то бонус 64 тысячи. Ну а здесь у нас, смотрите, Core i7-12700H, 16 гигов DDR4, Nvidia GeForce RTX 4050 для ноутбуков и терабайтный M2 NVMe SSD. 14 ядер, 20 потоков, 24 мегабайта кэш третьего уровня, 6 гигабайтная видеокарта на GDDR6. Есть у нас ROG Boost. Вот чем отличается Asus ROG? Когда мне говорят, почему ты Asus ROG оцениваешь выше, чем, допустим, претендентов, я вам объясню. Вот если вы пойдете, посмотрите мой последний обзор Asus ROG Strix и сравните его с моим обзором Acer Helios Predator, да, то даже если посмотреть возможности в интерфейсах управления и разгона, то Asus ROG он намного интереснее.
Ну, действительно, во-первых, по дизайну интереснее, а во-вторых, по своим возможностям разгона. Вы это делаете в 2 клика, и по охлаждению Asus для меня будет интереснее в любом случае. У них охлаждение сделано прикольнее. То есть здесь даже вот сочетание 40-50 против 30-60, если раньше там 40-50, то более бюджетные модели ставил ниже, чем 30-60, то здесь сочетание 12700 с 40-50 я выберу более предпочтительнее, чем 12700, допустим, 3060 другого производителя. Здесь 16-дюймовый экран 2560 на 1600, IPS 240 Гц с отличной яркостью. Опять же, ROG Zephyrus, это у нас это про дизайн, про, скажем так, про материалы, про экран. Тут у нас 500 кандел на метр квадратный яркость, чтобы вы понимали. У обыкновенных вот этих вот ноутбуков по типу Acer, Nitro, у них там 250-300 кандел. Здесь 500 кандел на метр квадратный. Опять же, тот же DCI-P3 100% покрытия, G-Sync, здесь 16 гигов, которые тоже можно расширить до 48 гигов. Это, кстати, прикольно. Thunderbolt 4 поддерживается и Wi-Fi 6E. А вот следующие уже пошли мои любимые Asus ROG Strix. И поверьте, во всех топах, то есть, ну это вообще не топ, это подборка ноутбуков. И здесь у нас уже пошло, кстати, слушайте, аж он ссылки на проверенного продавца кинул в описании под видео на эти, скажем так, ноутбуки. Поверьте, пойдете цены посмотрите. Ноутбук Asus ROG Strix G16 на текущий момент. Это на Intel Core i7 13650HX до 4,9 ГГц, 14-ядерный на 16 ГБ DDR5 на RTX 4060. Классное сочетание за 61 тысячу, просто отличное. Смотрите, 20 потоков, 24 мегабайта кэш 3 уровня, дискреточка на 8 гигов, GDDR6. У нас есть, опять же, ROG Boost, у нас есть IPS матрица на 165 Гц, матовый экранчик, тут уже экранчик поинтереснее, не глянец. Да, яркость здесь 250 кандел на метр, но здесь продуктивность поинтереснее. Покрытие sRGB 100% с поддержкой G-Sync. У нас максимальная поддерживаемая память 32 гигабайта, SSD-шничек стоит 512 M2 NVMe PCI Express 4, но мы можем посмотреть это все вот в такой вот комплектации. Это у нас, смотрите, это у нас модель 3143, смотрите, здесь будет более наглядно, вот она, 3143. В ROG Boost у нас 4060 RTX будет до 2420 МГц, до 140 Вт. И Boost Clock у нас плюс 50 МГц, и получается у нас, видите как, 115 плюс 25 динамический буст. То есть это вот, кстати, вот это у Asus ROG они так реализуют. У нас на этой матрице есть поддержка Dolby Vision, немаловажный факт. Сертификация Hi-Res, Dolby Atmos, но это у многих есть. Короче, ноутбук действительно прикольный. При том, что это не 17, а так прикольно экранчик у него сделан 16:10 соотношение. А также у нас сюда в подборочку попал Lenovo Legion Slim, тоненький, 5 на AMD Ryzen, мой любимый процессор 7840HS. Я очень много имел дел с этим процессором, а в соединении с картой RTX 4070 это просто топовая комбинация за 69 999. Объясню. Когда мы делали обзор на Beelink GTR 7, именно на этом проце, у него встроенное ядро 780 Radeon MK. Даже на этом встроенном ядре оно очень классно работает. Но когда я его задействовал в паре с eGPU даже на простом 3070, я там получал какие-то просто невероятные цифры в FPS в играх. Именно для игр этот проц продуктивный просто. Он рвет в своей производительности любой из этих Core i7, там 12700 HS там, и все остальное. А в соединении с картой RTX 4070 это просто идеальное сочетание. С учетом дизайна Легиона, с учетом того, что это 8 ядер, 16 потоков, 16 мегабайт кэш 3 уровня, 8-гиговая видеокарточка, да и с экранчиком IPS 2560 на 1600, 165 Гц на IPS-очке, еще и матовой с яркостью 300 кандел и с покрытием 100% цветового пространства. Очень классная тема. И тут немаловажный аспект. Дело в том, что вот эти вот процы, вот эта платформа, да, AMD Ryzen 7 на 7 серии, тут у нас DDR5 до 5,6 ГГц, то есть 5600. Два слота до 32 гигов. Поверьте, зверюга еще та. Вот ради интереса, вбейте в Google сравнение производительности процессора. Возьмите вот этот 7840 HS. Ну, давайте мы даже с вами проведем такой эксперимент. Возьмем 7840
HS, вот он, да. И, например, 12700H, вот там те сборки, которые были, да, то поверьте, 7840 HS, вот он будет быстрее. Он будет быстрее даже, вот, что у нас там за сборки были, какие процы? Ну, 13420 Core i5, тут вообще даже не будем сравнивать, 420. Вот он, H, вот, пожалуйста, смотрите. Ryzen 7 вообще впереди, плюс 53% производительности. Что у нас там еще было? А ну давайте, Core i5 12500 вообще не сравниваем. Core i7 это мы уже сравнивали. Что у нас там еще? Core i7 13650. Давайте с 13650 сравним. Давайте, 13650. Здесь вот в этом ноутбуке классное сочетание. Обалденный проц и классный видик. Еще и память очень быстрая. Смотрите. Ну, здесь уже, да, Core i7. Я тут согласен, плюс 10%. Ну, всего лишь 10%. Core i7 13650HX. Ребята, в паре с вот этим вот видиком на 4070. И здесь память быстрее, кстати. Вот память быстрее, тут может сыграть в комбинации. Общая производительность намного выше. То есть, вот этот легиончик просто суперовый. Просто суперовый, и я его действительно советую. А из последнего, что я вот сборочки брал, к тому же 70 тысяч, последнее, что я в сборочке смотрел, это у нас ноутбук Asus ROG Strix Car, тоже 16 на Core i9, ну это такой уже топ. Я говорил, что я в ультрабюджет не залезу, не удержался. 153 999. Intel Core i9, 13980HX до 5,6 ГГц, 24 ядра, терабайтничек SSD-шечка, 32 гигабайта DDR5 на 4090. Ну уж, упс, не сдержался я, блин. Я на 4090 делал обзор Asus ROG Strix, правда на AMD. Здесь у нас проц действительно горячий. 32 потока, 36 мегабайт кэш третьего уровня, карта видео 16 гигов на GDDR6 с ROG бустом, мини-LED экран 240 Гц матовый, 1100 кандел на метр яркость, покрытие 100% DCI-P3, контраст 100 тысяч к 1, часть отклика 3 миллисекунды, короче, это просто ракета, бомба, пушка, петарда. Можно еще до 64 гигов расширить у нас память. Это невероятный ноут. Вы можете играть во все в 4К на ультра. Вы можете внешний монитор 4К просто-напросто влупашить и получать удовольствие. Для меня это вот класс. Хотя я предпочитаю на Ryzen. А напишите, слушайте. Вот напишите, допустим, вот есть такая сборка. Давайте я вам сейчас покажу. Давайте, ну, для меня телемарт удобнее просто. Я на телемарте очень много всего беру. У меня даже сейчас есть здесь в корзине отложено товаров. У меня сейчас игровой ПК там стоит. Я хочу сделать еще обзорчик, хочу прикупить. Ну слушайте, смотрите, 4090. А вот он, смотрите, есть 17-дюймовый на Ryzen 9 7845HX. И разница, конечно, тут не только там в этом процессоре, но здесь еще и 4080. Тут, знаете, там 4090, здесь 4080. Но здесь цена ниже. Но при этом максимальная разница, я думаю, что будет не сильно видна. Блин, вот напишите, кто хотел бы какой взять. Либо этот 16-дюймовый, ну тут вопрос не в дюймах, тут 1 дюйм, он вообще есть разные соотношения сторон. На Core i9, либо на Ryzen. Вот давайте, вот напишите мне, кто как хочет. А, кстати, в сравнении, давайте, мне интересно, вот этот вот Ryzen 7945 HX и 13, какой у нас там, сейчас мы, 13980. Вот мне просто интересна их производительность процессов HX. Ну, сейчас посмотрим. Ну, во-первых, у Ryzen у нас 16 ядер, 32 потока, здесь 24 ядра, 32 потока. Так, по производительности Ryzen быстрее, плюс 15%. Я вот почему люблю Asus ROG Strix на Ryzen. Я не знаю, кому как, вот опираюсь на ваши комменты, но вот такая вот подборка игровых ноутбуков, которые актуальны в 2024 году, вот на весну, вообще просто отличная подборочка, как я считаю, это на наш взгляд, а ваш взгляд вы можете написать, конечно же, в наших комментариях. А с вами был Бабл на канале Технозон, пока.